которые все, если ты хочешь больше, то ты, блядь, нездоровый человек, нахуй. Вот это все, вот это вообще вышка вот этого всего уже. Все. Но если мы говорим там про мануал, вот все это. Куда больше? Пиздец, чел там, блядь. Друзья, привет всем! Итак, встречаем самую быструю машину на нашем канале. Это Audi S4. На данный момент 1000 лошадей. Предлагаю открыть капот и посмотреть. Вот вам лучший ответ, как сохранить отношения 10 лет и не уйти в их кризис. Всегда у человека был четкий план, и он к нему шел, и посмотрите, к чему он в итоге пришел. Итак, друзья, давайте по порядку. Машина 1991 года, Audi S4, была по заводу с двигателем, внимание, 2.2 турбо АН. По заводу эта машина была не 220 лошадиных сил, она уже была SMS Revo. То есть киловатт там было, лошадей чуть-чуть побольше, по-моему, 303, если я не ошибаюсь. В итоге все это время владелец был один, то есть он уже с ней живет так вместе, скажем, 10 лет. С чего начать так, чтобы не запутаться, потому что история у машины очень большая, поэтому мне иногда придется подсматривать сюда. Начнем с того, что мотор человек раскачал 2.2, который был по стоку, до 650 лошадей. Eelmine kord tegi ühel päris ilusa burnout'i ja teeb seda uuesti. Aplausi ikka. Väga hästi lähevad mõlemad pillid. Но ему этого в какой-то момент, разумеется, стало мало, и человек перешел на строкер. Vana C4 kere, tõenäoliselt 2,2 või 2,5, siis kas see on tehtud strokeriks või mitte. Kõik sillad veavad. Kõik 4 ratast keerlevad ise. Väga ilus. Ilus on kuulata, veel ilus on vaadata, aga natukene on valus ka. Jah. Igal juhul Palun väga, 1078 20. Siis Biketrackeri see väga kiire täissisuga nahktuba on sees ja pajad läheb. See ei ole normaalne mees, sellepärast et ta on täissisuga, täispaagiga ja kohe näeme, mis siit see aeg jälle tuleb. 11,1 kiirust. jaa, et sellest ikkagi väga tublid poisid on ta raketid. Aga 4 ratast vedavad ja 60 jalga, 1,89 vasakule rajale ja 10,79, 221 kilomeetrit tunnis vasak. Скажем, в низкий блок, и у машины уже было 840 лошадей. Но владелец ее достаточно ненасытный парень, и его это тоже не остановило. Но давайте не будем забегать сразу вперед. Результаты, которые были достигнуты на 2.5 объеме, были 0-100 было время 3.3, 100-200 машина ехала 5.09, и на драге лучшее время, если не ошибаюсь, было 10.6. Но и 1000 момента.
И все данные, и даже есть некоторые фотографии и видеозаписи, что эта машина была на стенде, то есть это взято не откуда-то, а это действительно, так скажем, задокументировано и подтверждено. В итоге человек поездил какое-то время на 2.5 моторе, ему тоже этого стало мало. Было решение принято перейти на V8. Очень было много у владельца сложностей с этим, но в итоге он смог победить все проблемы. И могу рассказать вам подробнее касаемо мотора. Если мы начнем обсуждать нижнюю часть мотора, то здесь уже блок гильзованный. Были проблемы с блоком, то есть конкретно мотор производил столько мощности, что в разные случаи были разные проблемы. То есть то с ремнем была проблема, то с прокладками, то с блоком. То есть вроде все было хорошо, но вдруг выявлялись какие-то маленькие трещины. В итоге человек отдал блок на гильзовку, делали в Польше достаточно качественно и, насколько мне известно, очень серьезная контора. В итоге сейчас какие цифры, да, имеем? У машины сейчас 1000 лошадей, это гражданский вариант. На стенде машина показала 1165 и 1400 крутящего момента. И если вы думаете, что это какая-то неправда, то тоже есть видео со стенда. Время 100-200 было 3,65, чтобы вы понимали. Это, я не знаю, с чем это сравнить, для меня это какие-то нереальные цифры, и я просто в таких эмоциях нахожусь сейчас. Ну, во-первых, меня прокатили чуть-чуть, и плюс я стою с такой машиной, у которой такие цифры, и, конечно же, мне это очень доставляет много удовольствия. Турбина у нас Precision 76-75. В общем, знаете, скажу честно, тут настолько много всяких разных ништяков, что так просто все это дело не описать. Но, в общем, самое основное, что этот мотор, что я не сказал, это уже не первая генерация 4.2, то есть это у него же было по 5 клапанов, да? Да, это 40-клапанник двигатель. Я, конечно, в шоке от такой картины, которую я здесь вижу. Посмотрите, как все аккуратно сделано, да? Радиатор кастомное, все красиво, все огромных размеров, но при этом оно очень красиво стоит в своих местах. То есть лучше, мне кажется, здесь не сделать. Человек ездит, машина, грубо говоря, каждодневная, но просто не всегда надо человеку ездить каждый день, поэтому он на ней не ездит каждый день. А по сути это daily, так скажем. Любителям 8HP привет. Человек борется на мануальной коробке, и все у него нормально. И планов вроде как не было таких сюда это устанавливать. То есть настоящие мужчины ездят на ручной коробке и 0.1E держат. Это тому подтверждение. Можно посмотреть со стороны немножко, что машина является в принципе абсолютным слипером. Ничего лишнего нету. Интересное решение. Сзади колеса стоят Toyo 3 восьмерки, спереди стоит обычная резина. И кажется, как будто резина больше, но на самом деле по калькулятору высчитано, все там с этим нормально. Выхлоп у машины 4 дюйма. Все с нержавейки, понятное дело, и скажу больше, машина очень тихая. Сейчас проехались мы, очень тихая внутри, и нету какого-то дискомфорта. То есть она намного тише, чем какая-то там, скажем, как я теперь могу смело заявить, какая-то маленькая турбопуколка, пакет сока, я имею в виду какой-то там с 2 литрами, который постоянно орет, когда очень много надува. Тут такого нету. То есть ощущения совсем другие. Не могу описать. Машина выкручивает передачи настолько быстро, и ты ничего не понимаешь, все шлифует. И, ну, короче, очень интересное ощущение я испытал. В принципе, по рекордам я сказал, сцепление я сказал, что 3-дисковое стоит, коробки, в принципе, держат, но не совсем долго. Опять же, не совсем долго. Почему? Потому что если какая-то коробка сломается, человек ставит, допустим, ту, которая у него есть. Соответственно, все они старые, и
такой момент, конечно, ее может разломать. А если вот сейчас одна вот эта коробка, которая стоит, пойдет в ремонт, и все там нормально сделают, то она, соответственно, и поживет намного дольше. Наверное, будет сейчас вопрос, хватает ли человеку мощности? Да, человек по мотору сейчас абсолютно доволен, то есть он достиг того результата, которого он хотел, и по мне так это очень-очень важно. Потому что мы обычно строим все эти машины, и постоянно нам мало. Вот эта платформа, которая сейчас здесь, в итоге, да, всю мощность, которую человек хотел, он получил, и ему не нужно больше ничего добавлять. Это как бы является очень крутым фактором. Дальнейшие планы. Человек хочет чуть-чуть подзапариться по подвеске и немножко заняться салоном. Кстати, давайте я покажу салон. То есть все аккуратненько, стоковая машинка. Просто вдуматься, я говорю, 3,65, 100-200 человек поехал. Вот такие машины есть в Эстонии. Редкая приборка 6+. Да, очень крутая приборная панель. Сзади, наверное. Сзади тоже все аккуратно. То есть ни каркасов, ничего нету на такой мощности, и на машине машиной можно управлять, она рулится, слушается все равно в принципе нормально, учитывая, что такая мощность, поэтому тут не могу ничего сказать плохого. По подвеске особо прям каких-то там серьезных сильных изменений нету, то есть спортивные амортизаторы, спортивные пружины, человек может в будущем будет ставить колловеры, но это он еще решит попозже сам. Кстати, у человека была мысль, и иногда она его посещает, может быть, эту машину даже продавать. Цена, соответственно, точно пока не могу сказать, но как минимум не меньше 30 тысяч евро, потому что построить такую машину за эти деньги не получится просто так, и потрачено гораздо больше. Это в любом случае, и за эти деньги поехать на мануальной коробке из 4 секунд, ну, ребят, это как бы невозможно. То есть, как есть, так есть. Кому будет интересно, можете писать либо мне в Инстаграм, либо мне также в YouTube, там, в комменты, неважно. Но с этим так, что пока человек не торопится, просто мысль такая есть, она его посещает. То есть тут, в принципе, понятно. У кого 30 тысяч евро есть, он может эту машину себе получить, так скажем. А так могу сказать, что это конкретно машина с боевым характером. Человек ездил и ездит на гонки каждый год. То есть это не так просто выехал, прокатился и все. То есть машина всегда в строю. То есть строил человек ее не на один раз. Это тоже очень-очень большой плюс. То есть машина эксплуатируется как, грубо говоря, гражданский автомобиль. Не насмотреться мне, конечно, на это заглядение. По топливу в баке находится смесь бензина и этанола. То есть там где-то, может, Е60, Е70. Никаких впрысков. Опасно это дело, потому что если какой-то впрыск ломается, отрыгнет, так скажем, то за собой тянет очень серьезные последствия. Форсунки здесь 1300 Bosch Motorsport, 3 Hellcat насоса, трасса, соответственно, вся сделана, топливная, то есть затыков с этой точки зрения здесь тоже не должно быть. Мозг у машины Max Eco Race. Дроссель у нас получается электрический, и старты можно на машине совершать без какого-либо лаунча, то есть это просто не нужно. На настройке 1000 лошадей получается давление 2 бара, когда на всех пирогах 1000, там сколько, 200 было, 1165, там получается 2,5 бара давления. Касаемо низа мотора, H-профиль, FCP шатуны, поршни DP, степень сжатия 9,0. Со всей этой мощностью справляется. По мотору у нас что? Это плита, начнем с самого низу. Плиту я лично видел, не знаю, раздобудем вам фотографию или нет. Плита очень интересно сделана, она такая, как будто с сеткой, толстая-толстая очень. То есть нет шансов мотора куда-то разойтись по сторонам. Головки справляются без проблем со своей задачей. Единственное, стоят FCP пружинки. Крутится мотор 7200, переключает человек на 7000.
если вернуться к турбине, это у нас Precision 76-75, горячка сейчас 0,9 Т4 и Twin Scroll, то есть Twin Scroll горячая часть и Twin Scroll коллектор. Я считаю, это тоже немаловажный фактор, который влияет и на раздув, и на все. И по ощущениям машина с 3000 уже рвется в бой на такой турбине. И, друзья, очень большой плюс, который владелец говорит, у машины нет проблемы с картерными газами. То есть он, так скажем, поел всех этих проблем, если выразиться культурно. И на строкере там на 2.5 постоянная проблема есть с этим. На 2.2 в принципе тоже есть при большом надуве, что давят. Тут проблемы этой нету, есть только конденсат, что не может не радовать. Поэтому с точки зрения геморройности не могу ничего сказать, каких-то прям жирных минусов. Я говорю, я в шоке от того, что здесь столько таких как бы парадоксов, учитывая какая мощность, какие цифры, просто голова кругом. И когда оно все сделано, ты понимаешь, что все-таки, во-первых, объем решает, когда ты видишь такие цифры, и в плане разгона, и мощности, и нету проблем там с картерными газами, ничего не поднимает, да, то есть это очень-очень круто. Респект как бы владельцу. Из классных функций еще здесь что мы имеем? Можно замерить противодавление в выпускном коллекторе, что редко у кого есть, а на самом деле это очень нужная вещь. Посмотрите, ребят, какая проводка, как все аккуратно сделано. Боже мой, это такой просто секс. Реальный, это, ну... Я лучше буду так выражаться, чем буду материться. Просто это хочется трогать. Реально, это хочется трогать. Вообще, как все красиво, блин. V8 все-таки сила. И еще, когда машину глушишь, тогда циркулируется тосол до определенного заданного режима там, температурного. То есть никаких перегревов, чтобы не было, чтобы ничего нигде не повело, все доработано настолько. Не знаю, просто заглядение. Реально лютый проект, просто лютый проект. Алюминиевое, все красиво. По-мужски такое, мужское все. Короче, я в кайфе просто. Я просто в кайфе вообще. Итак, сейчас посмотрим, сумеем ли мы поехать куда-нибудь прокатиться, посмотреть снаружи, показать, подснять вам что-то либо. И тогда попробуем переместиться на дорогу. Такое, как будто в каком-то находишься мощном грузовике. Я говорю, первые ощущения были, как будто я реально в каком-то грузовике вот такой. Видать, V8 все-таки дает вот такой вот момент. Жестких покатушек. Друзья, как хорошо, что у меня нет больше 1.8 турбо. И как плохо, что у меня нет V8. На
настолько быстро набирает машина, что ты не понимаешь, что передача уже закончилась. Как бы. Вообще. Охуеть. Мне просто нечего сказать. Это, блядь, пиздец. Мне нечего сказать. Тут, блядь, я не знаю, но это пиздец. У него каждая передача, блядь, такая, что у него буст есть везде, блядь. Я в ахуе, я просто в ахуе, блядь. Вот это, наверное, тот предел, который все, если ты хочешь больше, то ты, блядь, нездоровый человек, нахуй. Вот это все, вот это вообще вышка вот этого всего, все. Ну, если мы говорим там про мануал, вот все это, куда больше, это надо быть уже просто пиздец чел, конечно, блядь. Время прощаться. Эмоции мои такие, что я, короче, просто в шоке. Не хочу сильно материться. Но по мне так это вышка вообще всего. И это реально, наверное, первый раз, когда я понимаю, что человек пришел к тем цифрам, которые не должны быть больше. И тот, кто их хочет, у него должны быть большие яйца, и не только яйца, и они есть у владельца. Огромный респект за то, что дал почувствовать нам эту мощность своим пердаком. Слава богу, он не грязный, мега лютый аппарат. Кто захочет, может приобретет его в будущем, если человек решит его все-таки продавать, эту машину. Но пока так это все дело, в общем-то, не совсем точно. А так, на сегодня прощаемся, ребят. Эмоции такие, что которых никогда не испытывал. Реально какой-то лютый грузовик, который едет просто не в себя.